Всем привет! Я уже как можно скорее лечу навстречу небольшому, но прекрасному городу маленькой страны Бельгия, чтобы поделиться с вами его красотой и замечательной атмосферой. Я сейчас нахожусь в самом центре Гента, возле колокольни Белфаст. Колокольня Белфаст — это одна из самых популярных достопримечательностей Гента. Раньше на этой башне вели дозор, скажем так, были охранники. И весь кайф этой башни в том, что на нее можно не просто смотреть, а подняться на самый верх и посмотреть на всю красоту этого города. Собственно, то, что я сейчас и сделаю. Так. Собственно, я уже купил билетик. Билетик стоит 8 евро. Начинается наше интересное приключение. Я сейчас в самом низу башни. Вот такой вот красивый. Интересные статуэтки меня встречают. Вот. Но меня интересует нет. Мне интересно подняться на самый верх башни. Поэтому сейчас я поднимаюсь на самый верх башни. Всегда, кстати, было интересно посмотреть, как выглядит башня изнутри. Собственно, вот так вот. Ступенечки. Мне сказали, что здесь есть лифт. Можно подняться по лифту. Но мы же не ищем легких путей, да? Да и как бы неинтересно подниматься по лифту. Интересно ощутить, как это было на самом деле в те времена. Поднялся где-то на этаж 3. Здесь вот такие интересные колокола, которые раньше звенели. Играйся с музыкой не хочу. Что ж, поиграть с колоколами нельзя. Прошли времена дозора, как говорится. Так, ладненько, мне надоело подниматься по ступенькам вверх. Поэтому мы поедем на лифт. Такой вот узенький проход. Красиво, но это еще не самый верх этой башни, поэтому мы поднимаемся как можно скорее наверх, чтобы посмотреть всю роскошь этой башни. Увидел такую схему, вот, что здесь максимум 4 этажа. Вот, здесь закрытая решетка и закрытые двери. Да, здесь закрыто, но я хочу посмотреть, что находится вверху. Я заплатил 8 евро. Здесь очень узко. Очень. Еле прохожу. Но я поднялся на самый верх башни. Ночной дозор окончен. Самое время пойти в бельгийского пивка. Так как Бельгия славится вкусным пивом, а в Генте очень много классных пабов, я решил сходить в один из этих пабов. Но это не обычный паб. В этого паба есть своя фишка. Говорят, что когда покупаешь бокал под названием Квак, к вам приходит официант и снимает с вас ваш ботинок. И пока вы не выпьете пиво до дна, вам ботинок не вернут. Это связано с тем, что раньше извозчики, так называемые таксисты в наше время, ребята, не обессудьте, просто информация, что они раньше заходили и выпивали бесплатно и крали бокалы. Поэтому сделали так, что пока человек не допьет пива и не рассчитается, он никуда не уйдет. А рассчитывается, соответственно, своим ботиночком. Но это все рассказы, поэтому сейчас пойдем проверять. Заходим в это интересное заведение. Много людей сегодня сидит здесь. Okay. And seriously, if I drink beer, all, you don't give me shoes? You have to return the glass, then I give you back the shoe. Okay, only one, yeah? Забрали мой шуз. Вот такая кошелочка. Ну, вот и все. Забрали мой шуз. Теперь, пока я не допью пива до конца, я не смогу уйти домой. Oh, thank you very much.
И заведения хорошие, и интересные, и пиво вкусное. Знаете, я тут подумал, Долгрит это отличное заведение для людей, которые ходят компанией. Потому что я знаю, в каждой компании есть такой человек, который говорит, вот, будем тусить, отдыхать хорошо. А потом через полчаса говорит, ой, что-то я устал, что-то голова болит, пойду домой. Так вот это заведение как раз таки для него. Пока пиво до конца не допьет, ботинок ему не отдадут. Я победил. Очень приятное послевкусие осталось после этого паба. Лайк. Живой, атмосферный, спокойный и в то же время активный ночной Гент так и манит выйти из дома на просторы его улиц, сопровождающими яркими фонарями, которые подчеркивают красоту этого города. Независимо от того, будь вы энергичным студентом или спокойным семьянином, для каждого найдется место для хорошего времяпровождения. Хочу поделиться с вами еще одним очень спокойным и просторным заведением, которое называется Рэй. Рэй – это то заведение, в котором ты ощущаешь чувство свободы и спокойствия. Здесь можно выпить бокальчик винишка, заказать какой-то коктейльчик, шотик. Люди негромко говорят, тихо играет музыка, такая мягкая, спокойная, которая действительно расслабляет. Ну, в общем-то, просто по кайфу. Поэтому, если у вас есть вторая половинка, вы приехали в Гент, обязательно приезжайте сюда и наслаждайтесь спокойной, романтической, как говорится, атмосферой. Выпьем за любовь. Так вот, ребята, продают вафельки. 8 часов вечера. Можно спокойно прогуляться, купить что-то и попробовать бельгийские вафли. Do you like chocolate of Some chocolate, yeah, I think. Yeah, normal black or white chocolate? White chocolate. Бельгийская вафелька. Сейчас наполнить ее еще шоколадом, и все будет просто very good. Thank you very much. Прогулялся по центру города, выпил пиво, попробовал бельгийских вафель. Все супер, все отлично. Но уже стемнело и хочется чего-то поинтереснее. И я нашел отличное заведение, которое подойдет к моему настроению, которое называется Hot Club Gent. Здесь очень узкий проход, как будто ты входишь в совсем другой мир. Hot Club Gent. Я себя чувствую по-настоящему своим. Здесь настолько вот маленькое заведение и много людей, что у меня складывается такое ощущение, будто мы все пришли на какой-то большой праздник, на какой-то большой день рождения. И как будто мы все знакомы между друг другом. Вот просто посмотрите на вот эту тесноту. Все настроены, все знают, что вот сейчас будут музыканты, которые будут нам играть классную музыку. Я не разбираюсь особо там в джазе, но ребята, которые играли, я могу сказать, что они играли действительно от души. Это было очень круто и атмосферно. Классный город, всем советую. Спасибо всем за просмотр. Если понравилось, подписывайтесь, ставьте лайк. До скорых встреч.